Tube 151 мотор. Всем привет, вы на канале Польза.нет, где рассказываю то, о чем остальные молчат. Но хватит самопиара, сегодня по просьбам моих подписчиков я сравню 3 ушные радости, которые в принципе сравнивать и не стоило бы, но уж очень хочется. А именно яблочные двухгодичные AirPods со свежими AirDots'ами и AirDots'ами Pro от Xiaomi. И пусть вас не смущает разница в цене, будем считать, что я их сравниваю от того, что все 3 пары ушей белые, ТЧК. И повторяюсь, не учитывая цену. 10 различий между Apple AirPods и Xiaomi AirDots и AirDots Pro. За победу в каждой номинации дают 3 балла, второе место 2 и третье 1 балл соответственно. Хватит размусоливать, начнем. Первое, что я всегда рассматриваю, за что меня все гнобят, это презентабельность. Да, яблочники продают коробки, которые нет смысла оборачивать подарочной бумагой. А Xiaomi постепенно скатывается к масс-маркету. И если у первых дотсов хоть коробка была однотонной, то на вторых вообще решили похимичить с цветами. Яблоко 3 балла, Xiaomi AirDots 2 балла, Xiaomi AirDots Pro или как некоторые их называют AirDots 2, 3 балла соответственно. Второе — это габариты. Здесь явный лидер яблочный искуситель. Сколько его не копируют, все равно они меньше. Минималистичное яблоко 3 балла, Xiaomi AirDots 2 балла со своими затычками, Xiaomi AirDots Pro 1 балл. Нечего здесь ножки такие делать. Третье — это качество исполнения. А проще сборка. Я не знаю, какая именно мысль посещает голову инженеров от Xiaomi, когда они клепают боксы для зарядки с максимальным количеством видимых швов, и что в их головах творится, когда они даже наушники делают с магическими заметными глазу бороздами. Но очень прошу их остановиться. С каждым разом получается все более убого. Даже i7 за 10 баксов, а это мрачная копия AirPods, была без швов. А здесь просто жесть. Вы уж простите меня за мой французский. AirPods 3 балла, первый AirDots 2, вторые AirDots 1 балл. Четвертое — удобство носки. Яблочные вкладыши, дотсы, что первые, что вторые затычки. При том, что первые дотсы прекрасно, конкретно у меня, комфортно помещаются в ушном проходе со средними амбушюрами, а вот вторые нет. Понадобилось поставить минимальный размер амбушюр для комфорта. К AirPods'ам я привыкал около недели, к первым AirDots'ам около 4 дней, а ко вторым я так и не привык. То за ножку цепляешься, лежать в них неудобно. Конкретно в моем хит-параде первые идут Xiaomi-шные дотсы, им 3 балла, AirPods от яблочных 2 балла, вторые AirDots Xiaomi только 1 балл. Пятое — это шумоподавление. Затычки в принципе лучше всегда гасят звук, чем вкладыши. И здесь есть основной ощутимый плюс вторых дотсов, а именно активное шумоподавление. Его можно включать и выключать, и оно работает. В метро при активированной функции на 80% громкости вы точно ничего не услышите. Вторым дотсам соответственно 3 балла. Первые Xiaomi-шные дотсы, как наушники-затычки, просто из-за своего строения тоже неплохо справляются с этой задачей. Им 2 балла. Ну а AirPods специально сделан так, чтобы в них слышно было все, что происходит вокруг. Это для безопасности. Но как шумодавы они получают только 1 балл. Да и плюс, когда ты в них слушаешь музыку, либо разговариваешь по телефону, все слышат вокруг, что у тебя творится в наушниках. И это не очень хорошо. Шестое — внешний вид. Самое субъективное, что может быть. Но по моему мнению, адекватнее всего здесь выглядят первые дотсы. Аккуратные, не торчат из-под шапки, незаметно окружающим. 3 балла. Вторыми идут AirPods от Apple. 2 балла. Вы просто не помните, как 2 года назад мы сами хаяли, каким образом они выглядят. Эти обрубки — это несовершенство. Это просто масс-маркет, который навязал нам свое мнение. Почитайте статьи 2 года назад. Не было людей, которые были довольны их внешним видом. Просто реклама сделала свое. И соответственно вторые AirDots бочонки только 1 балл, потому что ну уж очень они торчат из уха. Седьмое — это автономность. Здесь, конечно, лидеры AirPods с их 5 часами автономности и быстрой зарядкой за 15 минут на 100%. Однозначно 3 балла. Дальше идут AirDots первого поколения 2 балла, 4 часа работы в паре и 5 часов по одному наушнику. И в конце вторые дотсы с 3 часами. Я понимаю, активное шумоподавление забирает энергию, но только 1 балл. Восьмое — это работа и функциональность сенсорных кнопок. По функциям все 3 пары ушей в принципе одинаковы. Только на данный момент у яблочных ушей назначение кнопок можно менять. А вот по сенсору, мое мнение, после практического использования лучше и отзывчивее всех тапы по яблоку. На втором месте тапы по вторым дотсам. Здесь у меня случайных касаний не было. Ну а первые дотсы печальнее всех, только 1 балл. С ними вообще очень сложно. Все время ты нечаянно на них нажимаешь, и они постоянно на это откликаются. Девятое — это разнообразие. Да, можно теперь поговорить и о цветах. Не всем ведь нравится белый. И яблочные в этом смысле преуспели. Их легко купить в любом цвете. Нужно
только слегка переплатить. Поэтому у них 3 балла. Вторые дотсы будут как и первые, еще в черном цвете. На данный момент только в белом. Ждем. А пока вторым и первым дотсам от Xiaomi по 2 балла. 10-е это звучание. И здесь я уверен, что со мной согласятся все те, кто эти ушки слышал. Apple AirPods, несмотря на то, что их звучание не идеально, занимают в моем хит-параде первую строчку. И это не от того, что я меломан, и их басы хуже, чем у, допустим, тех же первых и вторых дотсов. В звучании, в принципе, они еще могут поспорить, но у яблочных нет задержки воспроизведения ни в фильмах, ни в играх. Они не отваливаются, у них даже нет намека на шипение при переключении треков. В первых дотсах со вторыми задержка одинаковая, составляет около половины секунды. По моему мнению, звучание вторых дотсов более насыщенное и объемное, чем у первых дотсов. Отсюда яблочные 3 балла, вторые дотсы 2 балла, а первые дотсы только 1 балл. Подробнее по поводу моего мнения, каким образом и как эти ушки звучат, это в моих обзорах на все эти 3 пары, они есть на канале. Резюмировать хочу тем, что эти ушки хороши, и их цена соответствует их качеству и функциям. Желаете мертвую тишину вокруг? Ваш выбор — вторые дотсы с активным шумоподавлением и перспективной ценой в $60, когда утихнет хайп вокруг них. Пока они у перекупов продаются за все 90 баксов. Ну и соответственно они находятся на 3-м месте в моем хит-параде с 16 баллами. Среднее по шумоподавлению, лучшее по компактности — это первые дотсы. Были бы качественнее, цены бы им не было. А пока второе место с 20 баллами и ценой в $50. Ну а лидеры с неподъемной ценой в 160 баксов и с 26 баллами AirPods от Яблока. И если в телефонах, ноутбуках, планшетах и плеерах все понятно и яблочные тянут из-за своей оси, в ушах не ясно, от чего 2 года мы не можем увидеть достойного конкурента. Конечно, 4-е блицы хороши, да и Ellery вроде бы стараются вместе с Huawei. Но вы и сами все знаете. Пока я считаю безуспешны все эти попытки. Кто не подписан, подписываемся. Каждые 2 недели разыгрываю фитнес-браслеты Mi Band 3 и Honor Band 4. Prime Edition рандомно. Условия: подписка, лайк, коммент и колокольчик. Ссылки на форум победителей у меня в описании. Так же, как и подробное описание конкурса. Следующий обзор на кроссовки Midja Xiaomi. И да, их тестил я в минус 20 градусов. Думаю, вам будет интересно. Видео минимум 3 раза в неделю. Советую думать, что вам нужно. Проводные наушники всегда лучше. Добра и удачи вам, дорогие друзья!